Помните те времена, когда выходила новая железка, и ты прямо-таки чувствовал Next Gen, когда сначала картинка была такая, а потом раз, и ты играешь в фильм. Или вместе с другом через интернет, а не в одиночку. Непередаваемые эмоции были. А сейчас что? Ну, загрузки быстрее стали, удобно, конечно. Ну вот курки отдачу передавать на плойке научили, и что? День-два порадуешься новинке, может быть, а потом привыкнешь. Есть, конечно, VR, но уникального контента для него сейчас, мягко говоря, маловато. Пройдете вы Half-Life Alyx и все. Потом будете в Beat Saber мечами кубики рубить и ждать, когда появятся новые проекты. Тоска какая-то получается. И вот тут как раз на помощь может прийти средство, способное открыть для опытного геймера что-то необычное. Сейчас, дамы и господа, я, Семен Окороков, расскажу, как руль и педали меняют все. Какими они бывают, какие игры раскрываются с ними с новой стороны, а в какие вообще новичку лучше не соваться. И нет, рекламы руля тут не будет. Не волнуйтесь. Нет ни одного устройства ввода, которое настолько сильно передает реальный аналоговый опыт, как игровой руль. Много вы знаете контроллеров, при помощи которых можно побегать по футбольному полю, как в реальности. Или даже просто побродить в симуляторе ходьбы, пострелять из оружия, подраться на ринге, и даже не предлагайте VR, там мозг все равно довольно быстро чувствует подмену, да и физические действия вы совершаете совсем другие, нежели в жизни. А с рулем история другая. Тут на физическом уровне все как в реальности. Даже не нужно обманывать мозг фантазией. В настоящем автомобиле водитель большую часть времени взаимодействует с педалями, рулем и, в зависимости от типа машины, переключателем КПП. И в случае с девайсом для компа игрок физически делает то же самое, что и в настоящей машине. Не нажимает кнопки, а вот прям натурально крутит баранку, выжимает сцепление и все такое прочее. Справедливости ради, вертеть головой все-таки приходится кнопочками, и это очень сильно мешает. Но и тут есть свои решения, о которых позже. Более того, почти все современные рули умеют не только вибрировать в такт двигателю, но и иметь настоящую обратную связь. И когда я говорю «настоящую», я именно это и имею в виду. Она называется активный форс-фидбэк. Руль будет сопротивляться вам при резком повороте, трястись от гравийки за городом, плавно шуршать по гоночным трекам, передавать срыв авто в занос, дергаться в момент столкновений и даже каким-то образом отлично имитировать ощущение поездки по мокрой дороге. Но давайте сразу договоримся, речь не о совсем уж колхозных вариантах за 500 рублей, ладно? Конечно, перегрузки при разгоне или поворотах вам это все не передаст, но и не просто так есть история о том, как ребята, игравшие в симуляторы, потом садились за руль настоящего спортивного болида и занимали не последние места. Как пример, Ян Морданбора. Парень в 2011 году попал на гоночный трек в рамках программы GT Academy, а позже участвовал в 24 часах Ле-Мана. Кстати, недавний фильм «Гран Туризмо» как раз про него. Более того, действующие пилоты тоже тренируются на тренажерах с симуляторами. Несмотря на то, что я далеко не спортивный пилот, все равно ловлю много знакомых ощущений из реальности в играх. И наоборот. Более того, при помощи него я реально остаюсь в тонусе, продав машину. И когда иногда сажусь в настоящий автомобиль, тело само вспоминает, что к чему. Вот и получается, что руль с педалями — это самое иммерсивное игровое устройство ввода на данный момент, которое максимально передает ощущения от реального вождения. Я тут попросил своего отца объяснить, почему ему нравится играть в гонки именно на руле, и получил максимально исчерпывающий ответ. Руль — это не кнопочки нажимать. Причем впечатления в разных проектах могут кардинально различаться. В Dirt Rally за несколько минут напряженной гонки по бездорожью на легковушке и борьбы с действительно неподатливым рулем, который необходимо резко поворачивать, виляя между деревьями, я физически устаю, и перед новым заездом хочется немного передохнуть. А в тот же момент в Euro Truck Simulator 2 могу ехать по трассе часами, но от этого совсем не устаешь. Каждый поворот на многотонном грузовике проходится неспешно, размеренно. Руль медленно крутится, поворачивая огромные колеса большегруза. Вы можете на одном девайсе получить абсолютно разные ощущения. И набор игр для руля довольно обширен, даже, можно сказать, не ограничен. Хотя есть определенные категории, по которым мы сейчас пройдемся.
Я быстро пробегусь по различным аркадным гонкам, так как мое мнение, трогать их с нормальным рулем даже не надо. К ним можно отнести почти любой Need for Speed и каждую Midnight Club, Burnout, Forza Horizon и им подобные. Они изначально заточены на управление при помощи геймпада, и с другим устройством вам будет сложнее. Причем не потому, что появится какой-то челлендж, а потому что управляться машина будет слишком резко, или наоборот, слишком вяло. На то, чтобы понять, как оно работает в каждой новой игре, будет уходить слишком много времени, и вместо того, чтобы весело пролетать через Рокпорт под Prodigy на своем BMW, вы будете собирать весь встречный трафик себе на капот и гореть. В той же Forza Horizon 4 при подключении руля вес машин чувствуется плохо. Поймать, в какой момент авто начинает срывать занос, тоже нереально. Более-менее нормально можно управлять только на асфальте, но управление совершенно теряется на гравийке. Машина вертится как масло на сковороде, и нет, я не такой кривой. Как беру в руки геймпад, спокойно занимаю первые места. Машина прекрасно управляется с него, и это небо и земля в сравнении. В следующей части ситуация лучше, но не намного, и это в Forza, которая при отключении всех помощников и переключении на реализм уже может претендовать на что-то серьезное, но только на геймпаде. С остальными аркадами ситуация еще хуже, но не берусь утверждать, что со всеми. Вот, например, Вася спокойно в аркады гоняет на руле и даже получает удовольствие. Не, ну не то чтобы я прям только в аркады на руле играю, и не то что я в нем играю часто. Покупал-то я его как раз для Гран-туризма. Но благодаря пригоранию даже сумел пройти 101-ю гонку из первого андерграунда при помощи руля и ручного переключения передач. Не совсем механики, подлепесткового, но тем не менее считаю достижением. Но вообще руль — это универсальная штука, ее можно использовать для чего угодно. Например, в Doom мы когда-то гоняли на лимане и пытались перестреливаться. Я был на руле, я ехал вперед, я старался найти противника и даже сумел победить. Но правда я сумел победить, потому что мой оппонент играл на авиационном джойстике, и ему это оказалось сложнее. Но тем не менее, руль показал себя как самый лучший девайс для игры в Doom. Ну, если только стандартные вам не очень нравятся. Я, кстати, тоже с рулем в третью батлу как-то играл и даже сделал один фраг. Но, возвращаясь к аркадам, возможно, с дешевым китайским девайсом будет и норм, но никакого нового большого экспириенса вы явно не получите. Первая категория, чтобы раскрыть хорошую баранку, это разнообразные спокойные симуляторы. Уже известная всем Eurotrack Simulator 2, The Bus, SnowRunner и так далее. Тут сам процесс и атмосфера гораздо важнее результата, и куда-то спешить, как правило, не нужно. Стоять на ночном перекрестке пригородной дороги, пропуская одинокую машину, спешащую по своим делам. Слушать мягкое пощелкивание поворотников и ждать, пока красный сигнал светофора сменится зеленым, чтобы не спеша повернуть и продолжить дальнюю дорогу, слушая реальное радио из магнитолы. Или смотреть на то, как колеблется горячий воздух над двигателем застрявшего в грязи пикапа в осеннем лесу, слушать звук колес, прокручивающихся в болотистой жиже, и практически чувствовать этот запах оффроуда. Даже просто ехать в ливень, глядя, как дворники поскрипывают по стеклу, смахивая холодные потоки дождя, и слушать через полуоткрытое окно, как шины шуршат по мокрому асфальту, а встречные авто пролетают мимо твоего грузовика с характерным звуком. Это отдельный тип удовольствия. И на геймпаде эти элементы вполне могут нарисовать в мозгу определенную картинку, но руль с педалями усиливает это чувство во много-много раз, позволяя игроку на время забыть, что он дома, и отправиться в путешествие. Потому что ты не просто пальцем отклоняешь стик до упора, входя в поворот, а несколько раз поворачиваешь руль плавным движением рук, который передает тебе ощущение веса грузовика и покрытия под его колесами. А если ты задеваешь какой-нибудь столб или тротуар, ты узнаешь об этом не только из-за тряски камеры, а через отдачу под твоими руками. Может показаться, что подобный дорожный вайб развлечение не для всех, а для особой категории людей. Но это вовсе не означает, что челленджа в чил-симуляторах нет. Попробуйте, например, припарковать многотонный грузовик с прицепом на маленькой парковке или вытащить пикап из грязевой ловушки, когда лебедку вокруг некуда прикрепить. Просто все эти задачи не заставляют вас куда-то лететь, сломя голову или с кем-то соревноваться. Тут ты, как правило, наедине с самим собой, и это даже похоже на некую медитацию. Если в реальности вам нравится дальняя дорога, то такие чил-симуляторы – хороший вариант.
А вот со следующими категориями уже все не так просто, ведь в спорах о них сломали шлемы уже многие тысячи интернет-гонщиков. Тут дело в том, что между аркадами и хардкорными симуляторами есть размытая граница. Игры, в которые не могут принадлежать ни к одной, ни к другой и вынуждены скитаться, не зная покоя. Это некие аркадные симуляторы или сокращенно симкады. Тут у каждого свой подход к распределению, который вы наверняка уже пишете в комментариях, но я попробую объяснить свою точку зрения. И помните, тут все очень индивидуально, и если вы со мной не согласны, то это норма. И если вы ждали Need for Speed Shift, то ее в списке у меня не будет. Она отлично передает ощущение скорости, но физика там все-таки совсем аркадная. Представителям поджанра можно отнести, например, последнюю Motorsport, Gran Turismo, Project Cars 2 или Grid. Для того, чтобы в первый раз прикоснуться к миру автоспорта, но при этом не сгореть от того, что не можете нормально даже тронуться на старте при помощи сцепления, симкады — идеальный вариант. Они дают возможность почувствовать, как ведет себя настоящий автомобиль, и позволяют пощупать общие правила автоспорта, но при этом не карают вас за совсем уж мелкие ошибки и не перегружают деталями. Но не дайте себя обмануть. Они сложные. Очень сложные, невероятно сложные. И если вы думаете, что с первого раза у вас получится прийти первым на руле с ручной коробкой передач или даже на автомате, скорее всего, ошибаетесь. Причем для меня стало сюрпризом то, что я поймал тут то самое чувство, которое описывают любители соусов, которое я вообще терпеть не могу. С каждой неудачей ты становишься лучше и кайфуешь от процесса. И да, я действительно начал получать удовольствие. В прошлогодний Forza Motorsport 2023 я могу десятки раз перезапускать гонку, чтобы даже не приехать первым, а чтобы научиться переключать передачи на Audi, не сжигая коробку передач. Пытаюсь понять, как это провернуть максимально плавно, но при этом получая преимущество перед оппонентами. Или на тренировочном заезде катаюсь не 3 положенных круга, а все 15 с каждым разом методом проб и ошибок, все лучше и лучше входя в один и тот же коварный поворот. Но метод может различаться в зависимости от погоды, резины, количества топлива в баке, наличия оппонентов вокруг тебя и так далее. А потом на другой модели авто я делаю то же самое, но по-другому. У нее может быть другой привод, другой вес, другое количество передач, поэтому переключать их моим шифтером уже не представляется возможным, и в дело идут подрулевые лепестки. И знаете, как я завидую игрокам в Gran Turismo за возможность испытать все это в PSVR. Невероятно надеюсь на то, что когда-нибудь GT все же появится на ПК, и к ней можно будет подключить другие шлемы, так как Microsoft вообще не планирует прикручивать эту опцию в Motorsport. Хотя к Project Cars 2, например, VR прикручен, но эта игра уже довольно старенькая. А уже после того, как вдоволь покатаетесь с ИИ и разучите все треки, можно отправиться в онлайн и начать страдать. Но страдать с каким-то мазохистским удовольствием. Даже 25-й заход в онлайн можно сравнить с тем, как сейчас залететь в мультиплеер оригинальный второй Modern Warfare. И это еще даже с более-менее работающим матчмейкингом. В других симкадах ситуация может быть еще больнее. Вас будут унижать настолько быстро, что вы даже не будете понимать, а как они это делают, как они так быстро едут на такой же машине, как и у меня. Ответ прост. Опыт. Сначала кажется, что маленькие нюансы совсем не влияют на конечный результат, но со временем начинаешь подмечать, что очень даже влияют. Стоит ли начать снижать скорость заранее и поберечь тормозную систему и резину, или вдавить тормоз уже прямо в последний момент, обойдя соперника в начале заезда, чтобы потом под конец 5-го круга вместо тормозов и зацепа с асфальтом получить примерно нифига. Есть ли смысл рискнуть и поехать практически с пустым баком, чтобы вырваться вперед в начале, но затем заехать в пит-стоп под конец? Чуть позже ответ будет приходить сам собой, но тогда наверняка появятся другие вопросы и детальки, которые ты не замечал раньше. Конечно же, в каждой уважающей себя симкаде можно отключить помощников и убрать всякие раздражающие новичка детали, вырубить перегрев и износ шин, выключить повреждения двигателя, отключить штрафы за грязные обгоны и так далее. Но, честно говоря, зачем тогда в них играть? Это имеет смысл делать, например, на геймпаде, если ваша цель просто покататься по красивым пейзажам и без особого челленджа. А вот если есть желание научиться входить в повороты, узнать, что такое Apex. Нет, не этот. В какой момент понижать передачу для обгона соперника на определенном участке трассы, как правильно делать раскачку перед дрифтом и какое давление в шинах для этого лучше подходит, что в автоспорте есть правила и штрафы за их нарушение, то именно симкады
я рекомендую рассмотреть как отправную точку в мир гонок с рулем. Причем все, о чем я говорил, не вываливают на вас сразу, заставляя превращать заезды в дрочево. Вы можете контролировать сложность соперников, количество кругов и так далее. Вон в GT есть целая школа вождения. Поправьте, если уже не так. А в моторспорт какая-никакая карьера. Так что вариантов масса. В онлайн в первые десятки и даже сотни часов лезть вовсе не обязательно. И уже потом, поняв, что к чему, и понюхав пыль из-под колес соперников, покорив онлайн и выучив все любимые трассы наизусть, некоторые могут захотеть отправиться дальше. Мы добрались до, так сказать, закрытого элитного клуба в жанре гонок. Это вообще отдельный мир, который можно изучать месяцами. Я тут далеко не специалист, но все-таки. Вы когда-нибудь слышали про iRacing, Assetto Corsa, Race Room, Dirt Rally или Air Factor 2? Если да, то, наверное, знакомы только с некоторыми представителями жанра, а ведь именно там многие симрейсеры проводят больше времени, чем где-либо еще. Эти игры отличаются максимальной проработкой всех возможных деталей и самой достоверной физикой на данный момент, но каждая из них может похвастаться чем-то уникальным. В Air Factor, например, есть технология Real Road, которая, вдумайтесь, отвечает за налипание шин на трассу во время торможения авто, и это со временем начинает влиять на прохождение поворотов. При этом, если вдруг пройдет дождь, то остатки резины смываются. Помните, я упоминал про GT Academy? Так вот, победители Гран-туризма позже тренировались именно в Air Factor. Многие команды тестируют там свои автомобили перед тем, как выехать на настоящий трек. Настолько проработанной симуляции резины нет, кажется, нигде в мире. Во всяком случае, в программах, доступных простому смертному. А вот iRacing — это не просто симулятор, а целая платформа для проведения гоночных соревнований. Причем многие из виртуальных серий дублируют настоящие соответствующими правилами. Сейчас в игре больше 80 официальных гоночных серий. Есть даже рейтинг безопасности, который нарабатывается чистой ездой, и лицензии водителя. Изначально все игроки получают лицензию новичка, а затем могут повышать свой уровень для того, чтобы принимать участие в соревнованиях покруче. Чтобы получить самую высшую лицензию Pro, нужно квалифицироваться на главные киберспортивные серии с денежными вознаграждениями, а сделать это не намного проще, чем в настоящем автоспорте. Люди тратят на это не десятки, не сотни, а иногда даже десятки тысяч часов. На платформе iRacing официально проводили и проводят многие турниры в сотрудничестве с именитыми брендами. И NASCAR iRacing Series, Porsche eSport Super Cup и другие. На канале разработчиков постоянно выкладывают самые зрелищные хайлайты прошедших турниров, и смотреть их иногда не менее интересно, чем настоящие. Попробовать поиграть в iRacing можно бесплатно, но вот чтобы серьезно заняться автоспортом, придется оплачивать недешевую подписку. Про физику мягких тел в Beaming Drive я уже вам рассказывал в отдельном ролике, но тогда в комментариях мне абсолютно справедливо указали на то, что это еще и прекрасный способ научиться азам управляемого заноса. Assetto Corsa, выпущенная еще в 2014 году, вообще не нуждается в представлении. Вы наверняка видели тысячи видео с дрифтом по японским серпантинам и шашечкам по хайвеям под фонг. Все это снято там при помощи модов, которые сообщество клепает не останавливаясь по сей день, и вряд ли у нее появятся конкуренты по количеству модификаций в ближайшее время. При этом даже чистая Corsa или ее преемница Competizione все еще имеет невероятную проработанность и реалистичность. В них, в отличие от остальных представителей симуляторов, про которых я рассказывал, можно поиграть на консолях. Да, говорят, что поэтому в Assetto немного упростили физику, но она гораздо более дружелюбна к игроку, и начать поглядывать на симуляторы я бы советовал с нее. Про Dirt Rally я даже много рассказывать не буду, потому что обе части сейчас единственные представители реалистичных симуляторов ралли. Они просто лучшие, и конкурентов у них нет. Их советую даже попробовать тем, кто уже давно гоняет по гоночному треку, но почему-то избегает заездов через лес по гравийке. Опыт совершенно другой. Но начинать свой путь в мир гонок стоит с симкарт, чтобы примерно разобраться, что к чему. Да и для получения всей гаммы эмоций от настоящих симуляторов уже не обойтись простеньким рулем. Тут уже и педали бы с обратной отдачей, и ручник, а может и кокпит дорогущий с VR или несколькими мониторами вокруг, но согласитесь, звучит это все уже невероятно круто.
И вот, после перечисленного, гонки уже не кажутся таким уж однообразным и простым жанром. Для каждого найдется что-то по душе, и для желающих спокойно помесить глину под колесами УАЗа, и для тех, кто со слезами и потом на лице пытается в 100-й раз пройти поворот на долю секунды быстрее, стеряв руки в кровь. И если вам захотелось хотя бы попробовать поиграть во что-то из этого на руле, то я своей цели добился. Однако не все так просто и легко, как может показаться. У руля и педалей есть несколько существенных минусов, о которых обязательно нужно узнать, прежде чем решаться на покупку. Как вы обычно играете в игры? Сесть на стул, взять в руки геймпад. Все. Как поиграть с рулем? Достать его с полки, вытащить из коробки, распутать провода, прикрутить к столу руль, прикрутить к столу коробку передач, поставить на пол педали, возможно, положить их на коврик, чтобы они не скользили, воткнуть блок питания в розетку, воткнуть руль в комп, убрать провода, чтобы в них не запутаться, и это делается не за пару минут. И вот, в идеальном мире вы готовы к заезду. Но, если вы потратили на свой девайс хотя бы 25-30 рублей, а если вы купили что-то старенькое на барахолке, то танцы с бубнами только начинаются. Проблема в том, что новые игры понятия не имеют, что вы подключили к ним. Что такое? Кто это? Например, SnowRunner будет упорно считать, что в престарелом Logitech GT есть две педали тормоза, но ни одной газа. Почему? А потому! Почти все такие проблемы можно решить через различные программы-переходники, но времени на это уйдет достаточно много. Плюс многие старые устройства уже нуждаются в обслуживании, и при покупке их хорошо бы разобрать, почистить и смазать. Решите покататься на таком руле ночью, бодрый хруст шестеренок и стук дешевых пластиковых педалей может разбудить всю вашу семью, а если вы живете один, даже призвать разъяренного соседа. За все 8 лет в квартире ко мне приходили с жалобой на шум только один раз, уверяя, что у меня всю ночь кто-то двигал мебель. А я же просто играл в Dirt Rally на старом руле. Ну и бонусом станет то, что сначала вам будет физически трудновато после игровых сессий, если вы не водитель со стажем. Будьте готовы к усталости в руках и ногах, а если вы сидите на простой табуретке, то и в других местах. Конечно, многих таких проблем можно избежать, если у вас есть деньги на более-менее хороший руль или вдруг выскочило приятное предложение на вторичке. Я так свой руль и приобрел. Но даже в этом случае входной билет начинается в среднем от 15-20 тысяч рублей. Рули без обратной отдачи за пару косарей тоже существуют, но, честно говоря, во что-то кроме аркад я бы на них не играл. От симуляторов они скорее испортят вам все впечатление. Чтобы и правда ощутить тот самый экспириенс и попробовать все возможные варианты игр, стоит рассматривать только рули с углом поворота не меньше 900 градусов и обязательно с активным форс-фидбэк. В идеале покупать педальный блок со сцеплением, ведь он даст возможность позже прикупить себе еще и палку для переключения передач. Если вас это все не пугает, то пора рассказать вам о том, какие рули вообще бывают. В общих чертах дело обстоит так. Самый простой и надежный является система из шестеренок и моторчиков, которая практически не меняется с годами. Ее сложно сломать, и по сути новичку такое будет достаточно с головой. Она хорошо, но не идеально передает вам состояние автомобиля на дороге, и именно на такой я и играю. Основным минусом тут является громкость подобных рулей. Когда в дело вступают шестеренки, руль начинает хрустеть и жужжать. Не так, как старые модели, но все-таки довольно ощутимо. В этом сегменте всегда правили два производителя – Logitech и Trustmaster. Причем, как правило, Logic'и гораздо более распространены, и найти их по скидкам или где-то на вторичке намного проще. Даю вам направление, куда копать – Logitech G29 или Trustmaster T150. Кто пробовал и то, говорят, что Trustmaster чуть поточнее передает поведение авто, так как кроме шестеренок там добавлен один приводной ремень. Но сама сборка и педальный блок Logitech надежнее и солиднее, да и стоимость ниже. В последнее время появились еще и китайцы вроде PXN V10, которые активно всплывают у блогеров. Возможно, стоит посмотреть и на них. Но всегда можно поискать предыдущие популярные модели на барахолках и сэкономить. Или даже найти что-то уж совсем древнее за 5-10 тысяч рублей. Например, Momo Racing или G27, прокачанные энтузиастами. Однако, тогда точно начнутся танцы с бубнами, про которые я рассказывал. Так что этот вариант, чтобы просто попробовать, как оно, и понять, надо ли оно вообще вам. Второй вариант уже подороже. Это ременной привод.
Суть почти такая же, только вместо шестерней ремешок. Из-за этого руль очень тихий и ощущается гораздо мягче, а обратная связь точнее. Тут уже правит Trustmaster с моделями T300. Цены начинаются от 45 тысяч рублей, и это вариант для тех, кто точно знает, что будет много играть. Здесь уже можно начинать строить все под себя, снять сам руль с базы и поменять на другой, заменить педали на какие получше. За подобную цену можно поискать на вторичке Fanatec Club Sport, но учитывайте, что это будет голая база, даже без самой баранки. Вообще цены тут могут доходить до сотки тысяч. Но и третий топовый сегмент — это прямой привод. В этом случае баранка напрямую подключена к двигателю внутри базы, и это обеспечивает максимально точную обратную связь, быструю отзывчивость и реалистичность. Тут уже начинается конструктор для сказочно богатых. Купить базу за 60 тысяч, купить для него сам руль за 40 тысяч, купить педали за... короче, вы поняли. Если раньше тут правила компания Fanatec и C-Magic, то сейчас появилась китайская Moza, которая начинает потихоньку проникать на рынок. Например, набор Moza Racing R5 обойдется вам примерно в 50 тысяч рублей, что в былые времена было просто невозможно. Но это цена на момент записи, поэтому, может быть, все изменится уже через час. В любом случае, лезть в это стоит уже опытным автосимером, к которым я абсолютно точно не отношусь. Но мое дело простое рассказать. А теперь добавьте сюда дорогущие кокпиты, педали с Force Feedback, VR-очки для полного погружения и прочие свистоперделки. Да за подобные деньги можно купить себе настоящий автомобиль, причем далеко не гнилое корыто. Однако не волнуйтесь, это все для отдельной категории людей, вроде аудиофилов с золотыми проводами. Нам ее не понять, да и этот ролик вовсе не для того, чтобы вы взяли кредит на самый топовый руль. Я рассказывал о всем этом, чтобы подсветить возможность получить новые впечатления от игр. И для этого вовсе не нужно тратить баснословные суммы, достаточно просто купить более-менее адекватный девайс с рук, чтобы попробовать. Вполне может быть, что все эти гоночные треки и поездки на грузовиках по 20 минут реального времени не для вас, а машина — это просто возможность доехать из точки А в точку Б, а что там происходит под капотом, вас не интересует, и крутить, сидя за столом, баранку покажется какой-то глупостью. Но если раньше вы любили играть в гонки, а потом потеряли к жанру интерес. Если даже на геймпаде вам нравится возить грузы в Euro Truck Simulator 2, вечерком проезжать пару гонок Forza Horizon, если вы вводите реальный автомобиль, но вам хотелось бы попробовать не стоять в пробках, а лететь на всех оборотах, обгоняя спортивные болиды, то я почти уверен, что руль вам понравится. Вообще, я решил рассказать обо всем этом, потому что недавно обратил внимание на то, что именно руль дает мне те самые новые ощущения от игр, которые мы в детстве испытывали, пробуя свежий проект или приставку. То самое ощущение Next Gen. И если хотя бы несколько человек попробуют и получат от этого новые и приятные впечатления, то я рассказывал все это не зря на StopGame.ru. Не знаю, заметили вы или нет, но руль — это для меня достаточно личная история, потому что я с самого детства наблюдал за тем, как папа играет в Destruction Derby, в Кармагеддон, в дальнобойщиков, в Euro Truck Simulator и так далее. И руль у нас в доме появился довольно-таки рано. Он, конечно, был простенький, на 90 градусов, там из обратного форс-фидбэка как бы была только вибрация, но в детстве этого хватало, чтобы представить, что ты действительно едешь куда-то в Алмазный по вот этим вот гравийным дорогам, он там вибрировал. И на все это еще накладывалось то, что мы довольно часто ездили куда-то, там, в Оренбург, Санкт-Петербург, в Сочи, и такие поездки все еще случаются, хоть и не очень часто. Я до сих пор, когда прихожу к родителям в гости, могу залипнуть на то, как у меня папа что-нибудь в Euro Truck Simulator везет. И учитывая, что у меня сейчас машины нет, а именно на дороге я могу как-то расслабиться, отпустить какие-то свои проблемы, то руль — это для меня какой-то аналог антидепрессантов. И, может быть, у вас есть какая-то подобная история, связанная с рулем, с дорогой, с автосимуляторами. Было бы круто, если вы напишите об этом в комментах, будет очень интересно почитать. Я пытался рассказать вам, почему руль — это круто. Я не какой-нибудь там автосимер, но пытался передать вот это вот ощущение. Я надеюсь, что получилось.